Всем привет, подписчикам и не подписчикам. Мы находимся у стены, которую мы совсем недавно наносили. И она собрала такой большой ажиотаж и противоречия, там, как это фу, или как это классно, все писали. Но вообще, на самом деле, это не новинка, этот метод используют давно. С помощью тюля отпечатывают на стене рисунок. Мы что делали? Крепили тюль к стене, затем тюль отсняли, и у нас получилась на стене фактура. Колерованная была у нас штукатурка серым цветом. Ну, дальше у нас, значит, здесь были дизайнеры в гостях. Мы находимся в новом офисе своем. Тут достаточно большое помещение, и периодически нас посещают начинающие мастера или молодые дизайнеры, и они тут нам мазали, видите как? То есть какими-то цветами тут лазурями пытались. Мы все это будем сейчас окрашивать, потому что был вопрос, а где же итоговый результат? Ну давайте мы вам снимем итоговый результат. Если кто-то не может визуализировать для себя, что вот рисунок, и он может быть другого цвета, и он может быть матовым или перламутровым, ну давайте мы сейчас ее окрасим. Кстати, момент. Писали, что это все осыпется. Это не осыпется. Ну, то есть это вообще в принципе исключено, что это осыпется. Мы берем краску любого цвета, какой вам нравится, и просто красим поверх. Вот просто красим. Ничего нигде у нас не осыпется. Мы придадим стене тот цвет, который нам нравится. Это может быть любой абсолютно. Окрашиваем в 1 или в 2 слоя. Смотрите по ситуации. Смотрите тоже такой момент. Краска у нас колерованная, а штукатурка темная была до этого. И мы сейчас будем красить 2 слоя. Но ведь штукатурка могла быть и белая, то есть мы могли ее нанести белую, и тогда краски достаточно 1 слоя. Красим всю поверхность стены, прокрашивая в углублениях в том числе, создавая однородность. Окрашиваем стену снизу доверху, углы верха, низа кистью, все остальное валиком. Еще раз скажу, что вот этот вот рисунок на стене, его можно многократно перекрашивать, как-то перепокрывать, он не трескается, он не реагирует на влагу и на сухость, да, ну, воздуха. То есть влажность воздуха ему не так важна, как обоям. Он долго очень служит, этот рисунок. С помощью декоративной штукатурки покрытие очень-очень долговечное. Давайте разберем пару комментариев, просьб от наших зрителей. Первый вопрос. Пишут: поменяйте спикера. Ответ: нет, мы не будем менять спикера. Если кого-то раздражает мой говор, также и не только мой, получается, а много-много-много людей, которые живут в Удмуртской республике, ну извините, тогда вы можете выключить звук и читать субтитры. Субтитры мы, слава богу, тоже как-то корректируем, чтобы они были читаемые, чтобы можно было понять. Если раздражает мой говор, не слушайте. Все, это ответ окончательный. Никакого спикера мы не меняем. После того, как высохла краска, давайте покроем ее вот таким вот перламутровым составом. Цвет может быть любой, но мы выбрали этот, он интересный, вот такая густая. Ну и покроем кистью и сверху растушуем губочкой. Пробуем? Пробуем. Где-то у нас в углубление попадет, где-то не попадет, посмотрим. Наносим, например, кистью и губкой растушуем. Выявляется фактура. Можно и сразу губкой наносить, кому удобно. Я буду наносить кистью. Поверх
этого цвета оксидированное железо. Мы еще немножко добавим серебра участочками чуть позже. Тюль может быть любой, какой нравится. Их очень много вариантов со всякими цветочками, ажурчиками. Самый лучший тюль – это тот, который лежит у вас в гараже или на даче. Вот где-то белесость, так и оставляем, пусть будет. Не забывайте отходить подальше и видеть свою работу со стороны. Со стороны виднее, где добавить, где убавить. Это вам идея для ремонта ваших комнат, например, для акцентных стен или еще как. Тюль бывает разная, еще раз повторяю, и очень-очень красивая, и в объеме это очень-очень красиво, шикарно. Вот эти тоже оставлю. Отвечаем на ваши вопросы. Пишет Егор и спрашивает. Восковой защиты хватит для влажных помещений, для ванной? В принципе, если это не зона с прямым попаданием воды, то восковой эмульсии хватит. Ну, то есть воск вот этот, который мы используем чаще всего эффектом, его хватит, да. Если там не льет вода, если это не душевая зона и зона ванны, где прям вот вода-вода. Вот в этой зоне лучше лак двухкомпонентный. Будет просто надежнее. А восковая эмульсия, она для остальных стен. Вот такой ответ. Если вы хотите получить ответ на свой вопрос в ролике, пишите комментарий с заголовком «Хочу в ролик». Мы по возможности будем вам отвечать вот так вот текстом, не просто писаниной, а текстом. Вопрос. Пишет Александр Федоров. Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, до какого состояния нужно выдержать штукатурку для заглаживания? Выдерживают ее в зависимости от влажности в помещении. Бывает очень влажный климат, и в квартире, например, или в доме бывает влажно. В этом случае штукатурка сохнет дольше. Или наоборот, бывает очень сухо, тогда она высыхает гораздо быстрее. В среднем, если смотреть по нашему климату, по Удмуртии, ну, мы ждем минут 30 в принципе. Минут 30 ждем и приглаживаем. Также еще от материала зависит, очень много зависит. Материалы есть, которые прям долго-долго не высыхают, а есть моментально, только нанес, и он уже все, корочкой покрылся. Вы должны чувствовать. Для того, чтобы понять, сколько времени выждать, вы берете этот материал, образно делаете образец где-то себе на куске гипсокартона или где, и чувствуете его, как он подсыхает, как он приглаживается. Или если вы начинаете сразу на стене, то начинаете с маленькой стены, например, оконная стена. Чаще всего она самая короткая, но не всегда, но в квартирах чаще всего. И там есть место, ну то есть узкие вот эти участки с боков и сверху, и вы ознакомитесь со штукатуркой в этот момент и поймете, сколько она у вас сохнет. По-разному. Скажем так, диапазон от 20 минут до часа. Вот такой диапазон. Вопрос. Пишет Сергей Иванов 2 дня назад. Что за воск, какой расход и как разбавляется? Воск, он имеет в виду, который чаще всего мы наносим, мы его колируем, мы в него добавляем лазури. Это восковая эмульсия, торговая марка Effectum. Чаще всего мы его используем в 90% случаев, об этом и вопрос. Что за воск? Это такая густая консистенция, она гораздо гуще, чем лак. Но легко наносится как кельмой, так и губкой. Его можно колеровать, а можно добавить в него лазурь для перламутра. Он придает защиту и придает цвет, то есть очень многофункциональный такой воск. Какой у него расход? Средний расход воска 100 грамм на квадратный метр. Может быть чуть больше или чуть меньше. Это вот такой средний расход. И можно ли разбавлять водой? Да, любые акриловые материалы, штукатурки, краски, лаки, воски на акриловой основе немного можно разбавлять водой, 5-10%. Вот такие ответы. И еще раз напомню, что
если вы хотите получить ответ на свой вопрос, обратную связь в прямом эфире, обратную связь, если хотите получить, то пишите комментарий с наименованием «Хочу в ролик». Мы покрыли первый слой, у нас получился вот такой бронзовый эффект. И сейчас еще дополнительно я хочу добавить цвет. И мы взяли шелк S торговой маркой Effectum, немножко его заколеровали и по верхушечкам с помощью губки нанесем прямо слегка постараемся это сделать по верхам. Пробуем. Вот так верхушки. Такой застаренный эффект получается. Состаренный, застаренный, как правильно там. Должно быть интересно. Не однообразие какое-то, а новинка дополнительная. В копилку кому-нибудь. В копилку идей. Пока я губкой наношу, напомню, что мы здесь делали. Мы крепили тюль к стене, мы нанесли декоративную штукатурку с наименованием Loft. Она была у нас серого цвета. Далее пришли молодые дизайнеры, помазали, убежали. После этого мы с вами окрашиваем. Окрасили 2 слоя. Краска была светленькая, бежевая. Краска высохла. Краска высохла, и мы нанесли Тициана называется это. Сейчас скажу как. Асти. Краска перламутровая Асти. Тициана с эффектом оксид меди, если я не ошибаюсь. Как бы не обмануть вас. И после этого эффекта мы добавляем немножко шелка. Совсем чуть-чуть, у него расход небольшой будет. Шелк S перламутровый. И наносим вот такой губкой. Движениями вертикально-горизонтальными, создавая эффект состаривания. Мне кажется, неплохо. Зацените. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Это вот та самая стена, которая собрала такой ажиотаж. Мы ее окрасили, смотрите, цвета могут быть любые. Окрасить можно по-разному, можно просто однотонно, можно еще как-то, и так, и эдак. Готовый результат, вы его просили, мы сделали. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.